Привет, привет, друзья! Today we are going to practice listening and reading. We are going to read a story in the Russian language. Unfortunately, I don't know who is the author of the story because I couldn't find it. I couldn't find his or her name, but I know only the name of the story. It is called Рождественская сказка. And you can listen to this story if you have certain vocabulary of the Russian language, you are familiar with cases, singular form, with the past tense, verbal aspect, such as imperfective and perfective aspects, and also you're familiar with verbs of motion. And of course, you can listen to this story if you enjoy the Russian language. So let's start. Рождественская сказка. Это случилось под Рождество. В доме на улице Тверская жил симпатичный мужчина. У него не было семьи, и он жил один. Вечером этот мужчина любил сидеть дома около камина и читать газету. В подвале дома жила маленькая мышка. Она часто ходила в гости к мужчине, который жил в квартире с камином. Ей очень нравилось здесь. На кухне она могла всегда найти хлеб и сыр на полке в шкафу. Но однажды к хозяину квартиры пришла одна малоприятная женщина. Она с утра до вечера убирала квартиру, и мышка уже не могла найти сыр и хлеб на полке в шкафу. Эта малоприятная дама все убрала в холодильник. Хлеба и сыра не было и на следующий день, и через неделю, и через месяц. 5 месяцев эта женщина все убирала в холодильник. Мышка забыла дорогу в квартиру с камином. Пришла зима, стало холодно, и было трудно найти еду на улице. Был холодный вечер. На улице шел снег. В этот день мышка была очень голодная. Она ничего не ела целый день. Поэтому вечером она решила пойти к мужчине, который жил в квартире с камином. Она долго смотрела на мужчину, который, как обычно, сидел около камина и читал газету. Мышка надеялась, что он увидит ее и даст ей хлеб и сыр. Она ждала долго. Наконец, мужчина прочитал газету, положил ее на стол и пошел на кухню готовить ужин. Там он увидел мышку. «Что ты здесь делаешь?» — спросил он. «Я не приглашал тебя». Мышка очень хотела рассказать ему, какая она голодная, сколько времени она ничего не ела, но как сказать ему об этом, она не знала. Она не могла говорить на человеческом языке. Хозяин квартиры приготовил ужин. Это был вкусный ужин, хлеб и сыр. Ах, как маленькая мышка любила хлеб и сыр! Как сказать ему об этом? — думала мышка. Может быть, принести ему красивую бумагу? Я видела ее внизу, в подвале. Человек был очень добрый. Он не мог долго смотреть на голодную мышку и дал ей немного хлеба и сыра. Мышка была очень рада. Она быстро съела все, а потом сказала: «Я хочу сделать тебе подарок», и побежала в подвал. Мужчина, конечно, ничего не понял, потому что он не понимал мышиный язык. Через 30 минут мышка вернулась. «Как? Опять ты здесь?» — сказал хозяин квартиры. «Я дал тебе все, что у меня есть. Что еще ты хочешь?» А мышка принесла ему красивую зеленую бумагу. Это был ее подарок. Мужчина взял бумагу. Это была банкнота в $100. «Боже мой, где ты взяла это?»
«Откуда ты принесла это?» – спросил он. Но маленькая мышка ничего не ответила, потому что, как мы уже знаем, она не могла говорить на человеческом языке. И сейчас, когда мышка голодная, она идет в гости к мужчине, который живет в квартире с камином. Он всегда ждет ее и дает ей хлеб и сыр, а мышка приносит ему красивую зеленую бумажку. Вы спросите, откуда она каждый раз берет $100? Это очень просто. Внизу, где живет маленькая мышка, в стене есть клад, где много красивой зеленой бумаги. Okay, and now let's practice a little bit. Let's work with the text and let's answer some questions. Кто главный герой или главные герои истории? Почему мышка забыла дорогу в квартиру с камином? Почему мышка снова решила пойти к мужчине, который жил в квартире с камином? Какой ужин готовил хозяин квартиры? Что дал мужчина мышке? Какой подарок мышка принесла мужчине? Откуда мышка каждый раз берет подарок? And now we are going to practice listening. Your task will be to hear missed words. В подвале дома жила маленькая мышка. Она часто ходила в гости к мужчине, который жил в квартире с камином. Эта малоприятная дама все убрала в холодильник. Хлеба и сыра не было и на следующий день. Мышка была очень голодная. Она ничего не ела целый день. Поэтому вечером она решила пойти к мужчине, который жил в квартире с камином. Через 30 минут мышка вернулась. И сейчас, когда мышка голодная, она идет в гости к мужчине, который живет в квартире с камином. I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe our channel and like this video. Thank you for watching it. Спасибо. До встречи. Пока-пока.